Вкусного всем! Есть вопрос. Многие ли из вас пробовали утку по-пекински? Я про настоящую утку, которую долго мариновали, высушивали, а затем особо запекали и подавали в блинчиках с овощами. Я думаю, таких людей будет мизер, несмотря на многочисленность китайской нации. И у вас с сегодняшнего дня появился шанс ощутить почти тот же вкус, но со свининой. При этом это будет быстрее, проще и по вкусу почти та же утка. Китайцы любят создавать что-то не похожее по составу, но похожее по вкусу. К примеру, у нас есть рецепт баклажан со вкусом рыбы, без рыбы соответственно. А мы готовим свинину по-пекински, ингредиенты в конце видео и в описании к нему. Приступаем! Для начала аутентично, но не обязательно создать ароматную водичку, которая на разных этапах готовки нам понадобится. Для этого в воду 300 мл добавим лук, одну луковицу, можно крупно нарезать, кусочек имбиря со спичечный коробок, тоже крупно нарежем, и чеснок, зубчика 4, разрежем их пополам каждый. Доведем водичку до кипения, выключим огонь и оставим охлаждаться, не вынимая пока овощи. Далее мясо. Свинина нежирная, корейка, вырезка, окорок, без костей, 400-500 грамм. Необходимо нарезать пласты толщиной около полусантиметра. Легче всего это делать, если мясо будет подморожено слегка. Затем пласты нарезаем полосками такой же толщины. Получаются такие вот палочки. Пока нарезали мясо, остыла овощная настойка. Процедим ее. Она уже сейчас нам будет необходима. Приготовим маринад для мяса. Соевый соус 1,5 ложки столовых. Шаосинское вино столько же. Можно заменить на полусухое белое. Но привкус, характерный для китайской кухни, вы тогда потеряете. Добавляем чайную ложку сухого имбиря, чайную ложку сахара. И, внимание, первая добавка приготовленной ранее водички. В четверти стакана растворите столовую ложку крахмала. И добавьте к маринаду, который необходимо хорошо смешать. Добавить мясо. Дать покрыть мясо маринадом. И отставить в сторонку. Минут на 30, можно на час. Это не все соусы, что мы смешиваем сегодня. Подготовим соус для жарки на основе сладкой соевой пасты для утки по-пекински или пекинской соевой пасты. У меня марки Ли Кумки, но она бывает разных производителей. Ее несложно найти в онлайн-магазинах восточных продуктов или в китайских лавочках на рынках. 4 столовых ложки. Это основа соуса для жарки. Также добавим устричный соус. У меня еще остался домашний, рецепт есть на нашем канале, но вполне может быть и магазинский. Также добавим чайную ложку растительного масла, желательно кунжутного или арахисового, для аутентичности, и столовую ложку воды. А лучше, как у нас, ароматной овощной настойки, которую мы приготовили в начале. Смешаем. Кстати, если паста не Ли Кумки, добавьте еще 1,5 чайных ложки сахара. Просто именно этой марки паста уже сама по себе сладкая. Последнее приготовление – нарезка овощей. Морковь почистили. И сначала пластинками, а затем полосками. Затем огурец. Та же процедура. Очистка. Пластинки. Полоски. Которые, кстати, разрежем пополам. Для удобства последующего использования. И лук-порей, у которого удалим корневую часть. Удалим зеленую часть. Разрежем пополам
и удалим внешние 2-3 слоя. Оставшуюся нежную мякоть также нарежем полосками. Вообще набор морковь, огурец, лук, порей – это не догма. Вы можете использовать и не все эти, или вообще другие, авокадо, капусту, или зеленый лук, или зелень. Тут нет правила. А вот тофу, который мы нарезаем, в этом блюде одна из классических добавок. Вообще листики, в которые заворачивают свинину с овощами затем, обычно из тофу, а не из муки. Нарезали и к плите. Это будет быстро. В вок раскаленный добавляем масло. Растительное, опять же таки, желательно кунжутное или арахисовое. Распределили по всей поверхности вока его. У нас щеточкой жаропрочной, но вполне можно и ложкой. И добавляем промариновавшееся мясо. Огонь самый большой. Если у вас обычная газовая плита, рекомендую снять рассекатель на конфорке. Обжарка до изменения цвета мяса на белый и чуть поджаристый. Займет буквально пару минут. Поджарили, убираем мясо из вока. И снова добавляем совсем немного масла. Пару ложек. В которой опустим бадьян. Это не обязательная процедура, но ароматизация масла в восточной кухне – хорошая вещь. Можно еще смесь 5 специй использовать. Обжарка специй буквально секунд 30. И добавляем соус для жарки. Если он густоват, как у меня, добавьте еще с пару ложек ароматизированной овощами жидкости. Где-то 50 мл. Кстати, иногда сюда добавляют также кетчуп. Но это будет уже не совсем по-китайски, хотя и современно. Помешивая, варим соус, пока бульбашки на поверхности не покажут нам, что соус загустел, за счет крахмала, оставшегося после жарки, и смешения соусов. Минута 2 уйдет на это. И тогда добавляем уже обжаренное мясо. Огонь все еще большой. Кипящий соус мгновенно покрывает кусочки мяса, не дав вытечь соку из него. При этом соус липкий, и кусочки все хорошенько покроются этой глазурью. 1-2 минуты такой жарки с помешиванием и выключайте огонь. В принципе, у нас уже готовое блюдо – свинина по-пекински. Ее можно подавать с овощами, рисом или лапшой, но более характерной подачей является подача в виде рулетиков из мандаринских блинчиков. Я не стал их использовать, они не часто продаются в китайских магазинчиках. Их почти стопроцентным аналогом является известный и распространенный у нас тонкий лаваш. Иногда используют листики из тофу, которые пропаривают в пароварке соусом для жарки перед использованием. Но они еще более редкие гости у нас. В лаваш заворачивают овощи, которые мы нарезали, и свинину. Вот так проходит этот процесс. На листик квадратный, в нашем случае лаваша, выкладываем полоски овощей. Как я говорил, набор овощей на ваш вкус. Просто наиболее часто это лук, огурец, довольно часто морковь. Они приятно хрустят. И свинина, обязательно в соусе. Я даже рекомендую с чайную ложку соуса дополнительно добавить в рулетик. Сворачиваем рулет, надрезаем на 2 части. И блюдо для подачи готово. Для присаливания поставьте блюдечко с соевым соусом и соевым соус-пастой, что мы использовали при приготовлении для обмакивания. И почувствуйте себя в Китае, традиции приготовления блюд которого восходят к нескольким тысячам лет до нашей эры. Это одна из старейших кулинарных историй мира. А то, что мы предлагаем, является аналогом известнейшего блюда в мире из китайской кухни – утки по-пекински. При этом свинина по-пекински давно завоевала любовь и поклонников, прежде всего в самом Китае, являясь повседневным блюдом и аналогом фастфуда. Мань-маньши или кушайте медленно, наслаждаясь. А вам спасибо за просмотр видеорецепта. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!